Вы, наверное, все слышали об интервалах Яса. Это серия из 800-метровых отрезков по бегу, по которым якобы можно предсказать время вашего марафона. Но на самом деле это не гадание на темпе, это одна из самых честных и универсальных тренировок по бегу, которую можно использовать не только при подготовке к шоссейному марафону. Сегодня я покажу, как один принцип можно использовать для трех совершенно разных дистанций на Ironman, для подготовки к ультра, либо трейл-раннингу и классическому марафону. Также в описании я прикреплю ссылочку на калькулятор, по которому вы сами можете рассчитать приблизительный темп на каждый из интервалов и применить в вашей подготовке. Поехали! В Ironman марафон начинается не с чистого листа. Ты уже проплыл 3,8 километров, а может быть и 4, и проехал на велосипеде 180 километров. Сожжено более 5000 килоджоулей. Что же дальше? Дальше у нас марафон. Здесь нам важна не скорость, а очень важно в условиях накопленной усталости следовать своему плану и ритму. То есть повторять одно и то же действие снова и снова, когда мозги уже отлетают, и вы так устали, что задаетесь постоянно вопросом, зачем я в это все вписался. Структура интервалов Яса для подготовки к марафону на Ironman проста. 800 метров вы бежите чуть быстрее планируемого темпа на Ironmanский марафон, и 200 метров между 800 метрами вы бежите в легком темпе. Сумма 1000 метров, 800 плюс 200, должна быть равна в минутах и секундах планируемому целевому темпу. Например, если у нас стоит цель пробежать по 4,15 минуты на километр на Ironman, соответственно, 800 метров мы бежим за 3 минуты 20 секунд, и 200 метров мы бежим за 55 секунд. Важно отметить то, что это не темп в минутах на километр, а общее суммарное время. Когда мы сложим 3,20 плюс 55, то получим как раз таки наш желаемый темп 4,15. Итак, неделя за неделей вы увеличиваете количество интервалов, которые вы проводите. Эта тренировка прекрасно подходит для того, чтобы развивать вашу аэробную выносливость, за то, чтобы тренировать дисциплину, чтобы шаг за шагом вы могли придерживаться плана, потому что на Ironman очень многие атлеты перерабатывают, как на велосипеде, так и на плавании, но сегодня говорим мы о беге, когда у них есть план от тренера, либо самостоятельно первые километры после велосипеда ноги сами летят, и вам кажется, что вы можете пробежать быстрее, чем это является на самом деле. Поэтому данные интервалы очень хорошо тренируют дисциплину и вашу голову для того, чтобы придерживаться плана. Если вы уже прошли несколько половинок или даже айронменов, то перед такой тренировкой возможно 60-90 минут проехать на велосипеде в первой-второй зоне лишь для того, чтобы получить это чувство перехода от велосипеда к бегу. Работая с различными атлетами и готовя их, например, к Transalpine, либо UTMB Mont Blanc, я всегда задумывался о том, как можно перенести интервалы Яса в подготовку к трейл-рану. Ведь на ультрах и трейле главное не темп, главное придерживаться плана по ЧСС на сложном рельефе, есть когда не хочется и продолжать свое движение даже когда хочется сойти. Здесь структура интервалов состоит из двух Яса интервалов. Первое – это 1500 метров, бег в умеренном темпе примерно на ЧСС вашего аэробного порога по пересеченной местности, примерно совпадающей с рельефом вашей будущей гонки. А между ними 100 метров вы идете пешком, питаетесь и принимаете жидкость. Миксуй эти интервалы в подъемы, спуски, технические участки и старайся переключаться между ними. Почему 1500, спросите вы? Это достаточно для того, чтобы почувствовать данную нагрузку в виде гоночной нагрузки. А самое важное, что вы опять же придерживаетесь плана питания. Большинство проблем с кишечников на ультрах и трейл-раннинге возникает из-за того, что атлеты не практикуют питание на повышенном пульсе или когда устают и вообще забывают питаться. Данный тип интервалов опять же поможет принести вам структуру в ваши тренировки и поможет питаться дальше в день X. Ну,
И классика. Интервалы от Барта Яса. Ведь интервалы названы в честь настоящего человека, одного из начинателей культового журнала Runner's World. Идея здесь простая. Хотите пробежать марафон за 4 часа, бегайте 800 метров за 4 минуты. Хотите пробежать марафон за 3 часа 30 минут, бегайте интервалы по 800 метров за 3 минуты 30 секунд. Давайте посмотрим, как это выглядит. Например, беги 800 метров за 3 минуты 30 секунд. Важно, повторюсь, что это не темп, а временной отрезок. Отдых столько же по времени, сколько и длился 800-метровый интервал. И также, как и при подготовке к Ironman, вы увеличиваете из недели в неделю количество повторений. Если вы выдерживаете весь объем и интенсивность, вы близки к цели на марафон. Если нет, не обманывайте себя. Если вы не можете попасть в темп, снизьте, пожалуйста, нагрузку. То есть вы сейчас находитесь не на том предполагаемом этапе развития вашей формы, которая вам хотелось. Ставьте всегда реалистичные цели. Если вы хотите пробежать марафон за 3:15, например, а не можете выбежать десятку даже из 45 минут, то снизьте ваши ожидания и тренируйтесь по вашим физиологическим показателям и способностям. Интервалы Яса – это не волшебство. Постепенно увеличивайте нагрузку и частоту повторений. Выберите версию, которая соответствует вашему типу гонки и профилю, а главное – вашей текущей физической подготовки. Интервалы Яса не избавляют тебя от долгих длительных часов тренировок в низкоинтенсивных зонах, а также других типов тренировок. Эти интервалы не круглогодичны, включайте их в подготовку к вашему типу гонки за 8-12 недель до ее начала. Старайтесь выполнять эти интервалы в дни, когда вы отдохнули и можете полностью выложиться на тренировке. Вам не нужно много сложных каких-то или причудливых тренировок. Вам нужно несколько честных, хороших тренировок, которые вы можете повторять из недели в неделю, увеличивая объем либо интенсивность. Яса-интервалы – одна из типов таких тренировок. И да, если вы будете делать интервалы Яса из недели в неделю, попадать в темп, день гонки все равно может вас опустить лицом в грязь. Но добро пожаловать в виды спорта на выносливость. Это не математическое уравнение. Это часы плодотворной работы, работы против усталости, а также придерживания плана в голове. Тренируйтесь с умом, придерживайтесь плана, хорошо питайтесь, и все получится. Я надеюсь, вам был полезен данный выпуск. Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки и пишите в комментариях, используете ли данный тип тренировок в вашей тренировочной подготовке. Всем пока!